Привет, меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в Task Manager Trello. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете создавать новые карточки в Trello, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Facebook. Теперь необходимо указать действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. На этом этапе кликаем «Изменить настройки». Теперь вам необходимо отметить галочкой рекламные страницы, которым вы предоставляете доступ на выгрузку лидов. Я рекомендую отмечать галочкой сразу все рекламные страницы. Если в будущем у вас появится новая рекламная страница после подключения аккаунта Facebook к нам, вам необходимо будет повторить подключение заново и на этом этапе отметить галочкой эту новую страницу. На этом этапе вам необходимо проследить, чтобы были включены все галочки. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. Теперь вам необходимо указать рекламную страницу, из которой будут выгружаться данные по новым лидам. Если вы хотите передавать лиды по каким-то определенным формам, выбираем «Нет», «Настроить формы индивидуально». И теперь вы сможете отметить необходимые формы галочкой. Если вы хотите передавать данные сразу по всем формам на этой рекламной странице, выбираем «Да, подключать все текущие и новые формы». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных по одному из ваших лидов. Если здесь отображаются тестовые данные Apex Drive, вам необходимо проверить админ доступ к рекламной странице, которую вы к нам подключили, или попробовать произвести подключение вашего аккаунта Facebook повторно. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Trello. Далее необходимо указать действие. Я хочу при каждом новом лиде из Facebook создавать новую карточку, поэтому я выбираю действие «Создать карточку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Trello к сервису Apex Drive. В этом окне кликаем «Логин». Здесь необходимо будет ввести ваш логин и пароль личного кабинета Trello. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. Теперь необходимо выбрать доску, в которой будут создаваться новые карточки при каждом новом лиде из Facebook. Также необходимо выбрать список, в который будут попадать новые карточки. Далее вы видите список полей для создания карточки. В эти поля вы можете назначить переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных,
которые будут отправляться в Trello в качестве новой карточки при каждом новом лиде из Facebook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Trello». После успешной отправки переходим в Trello и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и завершаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. На этом этапе ваша связь включена, и вы можете изменить ее название и задать интервал срабатывания автообновления. Для этого переходим в настройки. Интервал обновления можно выбрать, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!